Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, мне 53, и я переезжаю в Испанию. Здесь я буду рассказывать о моем пути иммигранта и женщины за 50, у которой впереди много всего интересного. Сегодня я вам расскажу грустную, душераздирающую историю о том, сколько сил, нервов и денег я потратила на подготовку и оформление документов для ВНЖ без права на работу. И в итоге получила отказ от испанского консульства. Ну, обо всем по порядку. А вот список документов, который составил мой юрист, который мне необходимо было подать в испанское консульство для оформления ВНЖ без права на работу. Здесь 20 пунктов, но на самом деле документов потребовалось больше, и об этом я позже тоже расскажу. На сайте испанского посольства, кстати, есть полный список документов, необходимых для визы без права на работу, но, как вы понимаете, всегда есть нюансы. И вот о них мы сегодня и поговорим, я расскажу. Для визы без права на работу мне нужно было подтвердить пассивный доход в размере не меньше, чем 2400 евро в месяц. У меня два источника пассивного дохода: сдача недвижимости в аренду и дивиденды от ИП, от моего бизнеса. Ну, с первым пунктом понятно, нужно было показать договор на аренду квартиры и выписки с банковского счета с ежемесячными поступлениями арендной платы от нанимателя квартиры. А второй пункт оказался сложнее. В России у меня ИП, и надо было доказать испанскому консулу, что я не собираюсь активно управлять своим ИП. И для этого я составила генеральную доверенность на своего партнера по управлению ИП. Далее, накопление. Вот основной вопрос, который волнует всех резидентов России, подающих на визу без права на работу: можно ли показывать накопления на российском счете и на счете дружественных стран, например, того же Казахстана? Ну, никто не запрещает, по крайней мере, на сайте испанского консульства такого запрета нет, можно показывать. Но по негласному требованию, со слов моего юриста Дмитрия, больше шанс на одобрение имеют те претенденты, у которых есть счет в ЕС, в Испании лучше всего, и на этом счету лежит хотя бы половина суммы накоплений. С точки зрения моего юриста это повышает ваши шансы на одобрение, потому что испанский консул видит серьезность ваших намерений, то, что вы решили жить на территории Европы, а не делаете эту визу как альтернативу Шенгену для того, чтобы жить в России, но свободно и беспрепятственно путешествовать по Европе и миру. А я открыла счет в цифровом банке Никель с испанским ИБАН. На тот момент, сейчас даже не знаю, это был единственный банк европейский, который открывал счета для резидентов России без ВНЖ. Как я открывала этот счет? Было, кстати, это совершенно несложно. Вы можете посмотреть видео по этой подсказке. Но, честно говоря, если бы я знала, сколько нервов, денег я потрачу на то, чтобы перевести деньги с российского или с казахского счета, с казахского, у меня в Казахстане накопления все лежали, с казахского счета на Никель, я бы 100 раз подумала, стоит ли игра свеч. Вот сейчас я вам как раз об этих моих трудностях и злоключениях расскажу. За несколько месяцев до открытия счета в Никеле мой казахский банк Freedom Finance отменил SWIFT-переводы для своих клиентов, резидентов России. И поэтому у меня отпал самый легкий, самый дешевый способ перевода денег с Казахстана в Европу. Остался один путь – это перевод с карты на карту. То есть кидаешь с казахской карты на карту какого-то европейского банка, но там довольно высокая комиссия 1%. В Европе учится моя дочь, и она принимала самое активное участие в спецоперации под названием «А ну-ка, переведи деньги из России или Казахстана в Европу». Сначала отказал Банк Австрии, он просто не принимал никаких транзакций из казахского банка. Потом моя дочь открыла счет в нескольких цифровых банках Wise,
банк, по-моему, или бунк, я не помню. А тут начался квест. Один раз переводит, другой раз отказывает. Третий раз отказывает, один раз переводит. Причем переводит независимо от того, какую ты сумму переводишь. Там 100 евро или 2000 евро. В общем, таким тихим сапой, играя, знаете, в игру «А ну-ка, переведешь или не переведешь», мы переводили какие-то суммы денег. Причем, что когда я перевела с казахского банка на банк Вайс, то Вайс тут же сразу, дочка, вернее, перевела, Вайс тут же сразу заблокировал ее карту, и, по-моему, около месяца ей понадобилось для того, чтобы достать деньги. В общем, это был трэш самый настоящий, знаете, такой какой-то хронический нервяк. И, в общем, таким странным способом, тихим сапой, мы перевели на банк Никель 4000 евро, а нужно было там минимум 14, ну там 12 можно было. В общем, я вот, знаете, вспоминаю это время, и вот какое-то такое душащее, склизкое чувство меня одолевает, потому что вот последние 15 лет я чувствовала себя человеком мира, я свободно путешествовала. Я с гордостью говорила, что я из России, потому что в России реально великое искусство, великая литература. Я горжусь достижениями России, но в этот раз я почувствовала себя, знаете, как каким-то человеком с черной меткой, каким-то нерукопожатным человеком, который вот хочет открыться миру, хочет поездить по миру, а перед ним так постоянно захлопываются какие-то двери, и ты чувствуешь себя каким-то загнанным зверьком в клетке. В общем, это такое очень удушающее, склизкое чувство, даже близкое к отчаянию. И вот когда оно на меня нахлынуло, у меня появилось как вдвое больше энергии, чтобы вырваться из этой клетки. Вот это стало как такой моей идеей фикс. И, в общем, я эту продолжала историю, и мы начали искать выходы с моей дочерью, как все-таки перевести оставшуюся сумму. И выход нашла моя умница-дочка, моя любимая, моя самая умная, моя самая красивая дочка. Спасибо тебе большое, если ты смотришь мой канал. Я знаю, что ты считаешь несерьезным мое увлечение блогерством, потому что я все-таки бизнесмен, журналист, режиссер, который делает крутые фильмы, а тут какое-то блогерство. Но я это очень люблю, очень-очень люблю. И продолжая свою историю, в общем, она нашла выход. У нее в Apple Pay была загружена казахская карточка, и она сказала: «Мам, а если мы будем снимать кэш?» И вот началась настоящая эпопея по поиску банков, банкоматов, стран, где можно снять с казахской карты евро по меньшей комиссии. В общем, было вот где она ездила в течение месяца и двух, везде она это пробовала. И в Венгрии, и в Австрии, и в Хорватии, и в Черногории, и в Германии. В общем, все она перепробовала. И где условия более-менее выгодные были, она снимала этот кэш. И в итоге, в общем, путем каких-то странных манипуляций мы перевели 8 тысяч евро, и, значит, в итоге у меня на никеле оказалось 12 тысяч евро. Фу, я помню, что я так выдохнула, даже выпила 2 бокала испанского белого сухого, но я рано радовалась, потому что впереди меня ждало еще одно испытание. Банк Никель прислал мне уведомление о том, что я должна заполнить, обновить информацию. Ну, это, в общем, во всех банках эта функция существует. Каждый год и в брокерских компаниях каждый год вы должны обновить о себе информацию. И я, как законопослушный человек, значит, все написала, и в графе «налоговый резидент» написала, что я налоговый резидент России. И через день банк заблокировал мой счет. Оказывается, написал мне, что вы не можете иметь счет с испанским ИБАНом, потому что вы не налоговый резидент Испании или ЕС. Но самое удивительное, что при открытии счета мне таких требований не предъявляли. Даже не смотрели, честно говоря, не спрашивали мой налоговый номер. Но могу предположить, что Европа продолжает закручивать гайки для россиян и ставит им всевозможные препоны для открытия счета в Европе. Короче,
дело к ночи. Кроме потрепанных нервов и какой-то такой жуткого уныния, жуткого депресняка, я потратила около 800 евро на комиссии для перевода 12 тысяч евро на банк Никель. По поводу перевода денег из России в Европу. Я за 3 года, пока учится моя дочь в Европе, стала большим спецом в этом. Я испробовала все возможные легальные способы перевода денег, и вот эти способы я собрала в своем телеграм-канале, в посту телеграм-канала. И ссылку на этот пост я даю в описании под видео. И вообще подписывайтесь на мой телеграм. Там куча полезной информации, которая будет вам необходима, нужна и поможет при переезде в Испанию. Даже если вы задумываетесь об этом, лучше об этом заранее прочитать, чтобы не было таких неожиданностей и чтобы вы не тратили очень много нервов, денег и не совершали таких ошибок, как совершала я. В общем, деньги на никель я перевела, все документы я собрала вот по этим вот 20 пунктам и пошла в посольство отдавать документы. Но посольство попросило меня донести отдельные документы. Сейчас я скажу, какие. Если вы, кстати, оформляетесь на визу без права на работу, запишите, потому что постоянно бегать в это посольство тоже времени не так много. Итак, испанское консульство не устроила моя справка об отсутствии задолженности по налогам. Я заказала через интернет в налоговой, они потребовали справку с мокрой печатью и с подписью, поэтому мне пришлось пешочком идти до налоговой и ждать эту справку, ждать ее где-то день-два нужно. А второй документ, который попросили донести, это свидетельство о регистрации ИП, переведенное на испанский язык. И также меня попросили отдать им оригинал справки об отсутствии судимости, потому что их копия не устроила. И мой вам совет, вообще берите все, что у вас есть. Все оригиналы, все дубликаты, когда вы идете отдавать документы в испанское посольство, потому что правила так быстро меняются, и вы не можете знать, какой очередной документ, дубликат или оригинал с вас запросит. Поэтому берите все, это вам не помешает. Ну и что? Теперь самое грустное – рассказать вам, сколько денег я потратила на подготовку и оформление ВНЖ. Итак, считаем. Услуги помогатора – 1500 евро. Комиссия банка за перевод денег на никель – 800 евро. Справка о несудимости с апостилем – 2200 рублей. Присяжные переводы обошлись мне в 200 евро, простые переводы в 4000 рублей. Медицинская страховка в Испании 750 евро, медицинская справка в России 1500 рублей, генеральная доверенность на ИП 2000 рублей и консульский сбор при подаче документов 10 тысяч рублей. Итого 3230 евро и 15 тысяч рублей. Вот этот список документов и всех документов, которые я предоставляла, их стоимость я собрала, опять же, в своей табличке и поместила их в телеге. Заглядывайте, ссылка в описании. Вот, и теперь представьте мое состояние, когда спустя 3 месяца мне на почту пришло сообщение от испанского консульства, что мне отказано в получении визы. Я просто очень хорошо помню этот момент, когда оно пришло. Я настолько была уверена в своем успехе, потому что у меня реально очень был хороший кейс, у меня хорошее накопление, хороший доход. И я не ожидала. И, может быть, вот именно от этого эффекта неожиданности для меня это был очень тяжелый удар. Вы знаете, какая-то вот даже воздуха не хватало, какая-то вот такая тяжелая бетонная плита на тебя упала. В общем, я 2 дня лежала на диване и плакала, а моими психотерапевтами были 2 человека. Моя дочь, которая говорила: мать, мы найдем способы, как легализовать тебя в Европу. Их много, ни одной Испании ты должна жить. Я тебя перевезу во что бы ты ни стал. Мне это очень, кстати, помогало. Ты моя девочка, спасибо тебе большое. И второй мой психотерапевт – это юрист Дмитрий. Он человек конкретный, понятный. Он сказал: так, собрались, будем бороться до конца. И начал подготовку к апелляции. Вот. Ну, что я хочу сказать. Сейчас я в ожидании апелляции, но
По прошествии там уже 3 месяцев, да, даже больше 3 месяцев, сколько длилась эта эпопея с сбором и оформлением документа для ВНЖ и вот получением отказа, я хочу сказать, что кто-то из людей упомянул, что иммиграция – это лучший способ личностного роста. Вот реально. Если только на стадии получения ВНЖ ты проходишь такое психологическое испытание, то что будет потом? Это такая, что называется, репетиция перед спектаклем. И я, кстати, очень признательна, что у меня это прошло не так легко, как у некоторых, потому что я закалилась, какой-то у меня такой начал образовываться иммунитет, оформляться. И вот из всего пережитого я сделала для себя несколько выводов и научилась каким-то вещам. Первое – это не жалеть о потерянных деньгах. Как говорят умные евреи, спасибо Боже, что взял деньгами. А второе – это всегда просить о помощи и принимать ее с благодарностью. Это реально очень хорошая поддержка и опора для тебя. Следующий вывод – надеяться на худшее. Вот я говорю, мой удар был вдвойне серьезнее, сложнее, потому что я надеялась, что все будет хорошо. Поэтому нужно всегда рассчитывать на худший сценарий, искать альтернативные пути решения этой проблемы. И последний вывод – понимать, что нет безвыходных ситуаций. Вот вы знаете, когда вы в депрессии, в панике, кажется, что все, выхода нет, вы зашли в тупик, но вот нужно какое-то время и стечение обстоятельств, чтобы выход нашелся, и он найдется, и у меня он найдется, я в этом уверена. Вот, так что у нас на сегодняшний день? На сегодняшний день я жду ответа на апелляцию. И психологически я готова к тому, что мне дадут отказ. Я уже придумала вместе с моей дочерью альтернативные пути легализации в Европе. И, надо сказать, это как-то меня успокаивает и выводит из психологического тупика. Так что ждите моего продолжения о переезде в Испанию. И очень к вам большая просьба. Пожелайте мне удачи. Она мне очень пригодится. За сим я с вами прощаюсь. Всех целую. Ваша Юля.